Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сегодня сделать красивые и яркие цветы из ткани. Лето заканчивается, поэтому цветовую гамму взяла осеннюю. Для цветов я использую хлопковую ткань турецкий поплин Ранфорс, который предварительно обработала поливиниловым спиртом. У меня будут вот такие заготовки, но подойдут и другие похожего вида. Заготовки тонирую с помощью штемпельной подушечки. Цветы фантазийные, поэтому количество заготовок на один цветок зависит только от вашего желания. Обрабатывать лепестки буду горячей пяточкой с 3 линиями. На твердом силиконовом коврике. Все заготовки перед обработкой увлажняю водой из пульверизатора. На лицевой стороне заготовки провожу пяточкой от края каждого лепестка примерно до середины. Затем переворачиваю и, отступив немного от кончика лепестка, провожу пяточкой к центру заготовки. Лепестки получаются ребристые и с легким изгибом по длине. Точно так же обрабатываю все лепестки на всех заготовках. Теперь обработаю серединки заготовок. Меняю коврик на мягкую подушечку для буления. Беру бульку диаметром 5 мм. Сильно нажимаю булькой в центре маленькой заготовки, так, чтобы лепестки поднялись высоко. У средней заготовки нажим не такой сильный. У третьей заготовки разглаживаю серединку без нажима.
Заготовки обработаны и готовы к сборке. Для сборки цветов беру маленькие тычинки и использую отрезок проволоки. Собираю заготовки на пучок тычинок, начиная с самой маленькой. Сегодня я использую клей ПВА. Переливаю его вот в такую удобную бутылочку с тонким носиком. Лепестки располагаю в шахматном порядке, при необходимости поправляя их. Теплый, наполненный солнечного света цветочек готов. В этом варианте я использовала одну самую маленькую заготовку и две большие, а в этом одна маленькая и две средние. Соберу цветочек из заготовок всех трех размеров. Бордовая красота! А вот и самый маленький цветочек. Такой цветок получился из двух заготовок одинакового размера, а такие из трех. Эти цветы чудесны в любом цвете. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!